Глубокая пропасть появляется, когда в атмосфере содержится определенная концентрация маны. Пропасть соединяется с миром демонов. Чем глубже связь, тем страшнее монстры. В ту ночь в его родном городе появилась пропасть 12 уровня, и на этом уровне ее уже называли королем. Она безжалостно уничтожила всех жителей города. В это время старый рыцарь решил, что должен вступить в бой. Перед этим он позвал свою внучку Ноэль, чтобы дать ей подробные инструкции. Он приказал Ноэль оставаться в безопасном подземном убежище. Только там она будет в безопасности. Ноэль категорически отказалась, ведь кто знает, пришлет ли имперская столица войска на помощь или нет. Рыцарь улыбнулся и ободряюще погладил Ноэль по голове. Люди боялись его больше смерти, и этот бессмертный рыцарь был готов рискнуть жизнью, чтобы защитить свою внучку. С этими словами он повернулся и ушел. Он бросился прямо в толпу монстров, продолжая улыбаться. Будучи мужчиной, он никогда не позволил бы другим смотреть на него свысока. Независимо от обстоятельств. Битва между двумя сторонами была ожесточенной. В небе гремели взрывы, а Ноэль могла только сидеть в убежище, в страхе обхватив голову руками. Когда шум наконец стих, маленькая девочка осмелилась выйти из убежища, чтобы найти своего дедушку. Трупы монстров были повсюду, они лежали посреди горы из их тел. Хотя он был тяжело ранен, он все еще был жив. Ноэль расплакалась и поспешила помочь дедушке подняться. Он нежно посмотрел на Ноэль и сказал: «Никто не может избежать старости, но если ты возьмешь в руки оружие, чтобы сражаться, смерть всегда будет рядом с тобой». Он снова спросил Ноэль, теперь, когда она все это увидела, готова ли она пойти по его пути. Ноэль стиснула зубы и поклялась ему, что станет самым сильным искателем на этом континенте. С этими словами он успокоился и испустил последний вздох на руках у Ноэль. Его настоящее имя было украдено, он был самым сильным искателем на континенте. Много лет назад он в одиночку уничтожил пропасть 13 уровня, за что получил прозвище «Бессмертный дьявол». С тех пор прошло 2 года. Ноэль сдержала обещание, данное дедушке, и стала искателем. Битва Ноэль произошла в пещере. Ноэль приказала Ллойду и Уолтеру сразиться с монстром, а Таня поддерживала их сзади. Когда монстр бросился вперед, Таня тут же наложила заклинание света, ослепив его и заставив отступить. Уолтер и Ллойд воспользовались возможностью и сразу же прикончили его. Ноэль просто стояла, скрестив руки на груди, и улыбалась. Говорящий был самой слабой профессией. Именно эту профессию получила Ноэль. Монстры, с которыми они только что столкнулись, были вампирами, но они были низкого уровня, поэтому не могли использовать магию. Зато их королева обладала мощной репродуктивной магией, позволявшей ей производить столько солдат, сколько она хотела. Пока Ноэль размышляла, вампир, который был еще не совсем мертв, прыгнул на нее, пытаясь напасть. К счастью, Таня вовремя заметила это и спасла ей жизнь. После этого группа продолжила путь вглубь пещеры. Пока они шли, Уолтер жаловался, что убивать низкоуровневых вампиров – пустая трата времени. Он думал, что было бы быстрее найти и убить королеву напрямую. Когда королева умрет, эти вампиры будут как обезглавленные змеи. Ноэль тут же отказалась. Их задание было выше уровня S, и чтобы повысить шансы команды на выживание, Ноэль придумала этот безопасный и надежный план. Уолтер продолжал шутить, но хотя ему это не нравилось, в этой команде слова Ноэль имели наибольший вес. Говорящий мог усиливать силу товарищей по команде с помощью команд, но взамен их боевая мощь была очень низкой, и им приходилось полагаться на товарищей по команде, чтобы сражаться с монстрами. Из-за этого Ноэль часто критиковали за слабость. Ноэль разозлилась, когда увидела, что Уолтер продолжает ее провоцировать. Она уже собиралась отругать его, когда заметила, что что-то не так. Она резко обернулась и крикнула, чтобы все пригнулись. Королева вампиров напала на них с потолка, выпустив ядовитый туман, который отделил команду от Ноэль. Ноэль была окружена ядовитым туманом и не могла пошевелиться. Ллойд и Уолтер уже собирались броситься на помощь Ноэль, когда королева вампиров спрыгнула вниз, чтобы напасть на них. Они вдвоем сражались, но не могли нанести ей никакого урона. Без усиления Ноэль они не могли победить это существо. Уолтер громко крикнул, спрашивая, все ли в порядке с Ноэль. Ноэль вспомнила своего дедушку и его критику в адрес ее слабости, и это ее очень разозлило. Она не могла позволить никому смотреть на нее свысока. Ноэль достала из сумки пистолет и выстрелила, чтобы рассеять ядовитый туман. Затем в дело вступили навыки говорящего. Сначала он усилил силу всех членов команды на 25%, затем выносливость и магическую силу тоже на 25%. После усиления всей команды Ноэль прыгнула за спину Тани и начала расставлять всех по местам для боя. Таня по-прежнему стояла сзади, используя щит, чтобы защитить Уолтера и Ллойда во время боя. Внезапно Таня заметила, что над их головами была засада, и это ее немного напугало. Ноэль быстро усилила ментальную силу Тани, чтобы она могла продолжать поддерживать группу Уолтера. Ноэль сама могла справиться с этими низкоуровневыми вампирами.
Вампиры бросились вниз, чтобы напасть на Ноэль. Ноэль громко закричала, и они все замерли. Пистолет, который Ноэль держала в руке, был волшебным пистолетом Сильвер, единственным оружием, которое говорящий мог использовать для самообороны. Ноэль выстрелила, и вампиры замерли, но один из них сбежал и бросился на нее. Тем не менее, Ноэль оставалась очень спокойной, рассчитывая время. У нее осталась одна пуля и целых 28 секунд до того, как монстр сможет напасть на нее. Ноэль улыбнулась, этого времени было достаточно. Вместо того, чтобы стрелять в низкоуровневого вампира, Ноэль повернулась и выстрелила в королеву, дав Уолтеру и Ллойду возможность нанести комбинированный удар, который сразу же прикончил ее. Прежде чем когти низкоуровневого вампира успели дотянуться до нее, королева умерла и перестала функционировать. После этого вся команда раскритиковала Ноэль за ее слишком рискованный план. Ноэль было все равно, в тот момент она думала только о своем дедушке. Когда она была маленькой, она много плакала из-за профессии говорящего. Увидев это, ее дедушка просто громко рассмеялся и подбодрил ее. В какой-то момент Ноэль была очень похожа на свою мать, она была плаксой. Разница была в том, что у Ноэль был талант прирожденного искателя, поэтому ее дедушка пообещал обучить ее, чтобы она стала самым сильным искателем. И теперь Ноэль все еще шла к этой цели. Она станет самым сильным искателем, превзойдя даже своего дедушку, даже если ее профессия — говорящий. После завершения миссии по уничтожению группа вернулась в столицу Империи. Они устроили праздничный пир в честь этой миссии. Немного о команде Ноэль. Воин Уолтер, целительница Таня и фехтовальщик Ллойд. Когда Ноэль исполнилось 15, она отправилась в столицу Империи и нашла этих товарищей по команде. Команда успешно работала уже год, и это был первый шаг Ноэль к осуществлению ее мечты. Во время пира Ноэль совсем не выглядела счастливой. Уолтер подразнил ее, заметив, что раньше видел, как Ноэль торговалась с заказчиком за каждую копейку, что немного смутило Уолтера, и он посоветовал ей, как искателю, быть более щедрой. Ноэль тут же посмотрела на Уолтера, потому что ее дедушка учил ее, что искатель должен быть одержим деньгами. На деньги можно купить лучшее снаряжение. Без денег нельзя достичь вершины. В этот момент Таня заговорила, чтобы помочь Ноэль, но Уолтер продолжал настаивать, требуя, чтобы Ноэль отказалась от своей привычки к стяжательству, иначе у всей команды будет плохая репутация. Ноэль было все равно, и она ответила Уолтеру, что очень разозлила его. Они громко спорили в ресторане и чуть не подрались, и Ллойду пришлось вмешаться, чтобы остановить их. После пира они все пошли получать награду. За такую большую миссию, после вычета различных расходов, каждый получил всего 250 дангов. Таня была немного недовольна этой суммой. Ллойд взял ее за руку, чтобы успокоить, сказав, что все в порядке, они возьмут еще несколько таких миссий и снова заработают деньги. Ноэль не хотела больше браться за такие миссии. Каждый раз, когда их команда принимала миссию, им приходилось проходить через клан, и после этого с них вычитали большую сумму, оставляя совсем немного. Ноэль прекрасно знала, что все особые миссии, назначенные столицей Империи, были взяты этими кланами, и им доставались только посредственные миссии. Из-за этого Ноэль хотела использовать средства команды для создания нового клана. Она бы покрыла все расходы. Таня немного испугалась и отговорила Ноэль, сказав, что они всего лишь новая команда и, вероятно, не справятся. Ллойд думал так же. Они были слишком молоды, и не было уверенности, что Империя доверится им и даст задание. Ноэль все тщательно рассчитала. Столица Империи А3 была местом, которое направляло граждан к профессии искателя. Они были молоды и сильны, они проложат путь, по которому пойдут другие. И тогда они смогут зарабатывать деньги. Например, в лучших кланах в основном были молодые искатели. В этот момент Уолтер согласился с Ноэль. Продолжать так бороться было неправильно. Лучше создать свой собственный клан и достичь вершины. Так что обе стороны противостояли друг другу. Ноэль не собиралась идти на компромисс только в этом вопросе. Если Таня и Ллойд не согласятся, она заберет свои деньги и немедленно покинет команду. Ллойд немного подумал и согласился, договорившись, что все обсудят это послезавтра в полдень. После этого все разошлись по домам. Однако произошло то, о чем Ноэль даже не думала. В полдень назначенного дня Уолтер поспешил к Ноэль, чтобы передать ей письмо. Таня и Ллойд предали их. В письме было запоздалое извинение, которое Ллойд оставил своим товарищам по команде. Он потерял деньги на инвестициях и использовал средства команды, чтобы покрыть убытки. Теперь, когда Ноэль хотела использовать эти деньги, Ллойд не знал, как объяснить, поэтому решил сбежать. Прочитав это, Ноэль рассмеялась. Она не могла поверить, что их Ллойд, который всегда вел себя галантно с женщинами, оказался таким трусом. Уолтер был очень расстроен и не понимал, почему Ноэль все еще смеется. Отсмеявшись, Ноэль с любопытством спросила Уолтера, как он получил это письмо.
Уолтер объяснил, что получил уведомление о том, что таверна, где Ллойд снимал комнату, набирает сотрудников, поэтому Уолтер пошел туда устраиваться на работу. Тогда владелец таверны и отдал ему письмо. Ллойд и Таня ушли вчера около 8 вечера. Сейчас было 10 утра, прошло почти полдня. Уолтер был очень зол и решил избить Ллойда до полусмерти, когда они его найдут. Ноэль улыбнулась наивности Уолтера, затем схватила его за воротник и напомнила, что их цель — вернуть деньги, а не избивать их. Если Ллойд решил сбежать, то избиение его не вернет деньги и может даже привести к смертельной драке. Уолтер слушал, но все равно не понимал. Неужели Ноэль действительно отпустит это? Конечно, нет. На лице Ноэль появилась зловещая улыбка, и ее месть таким людям будет ужасной. После этого Ноэль и Уолтер пошли в таверну. Прежде чем войти, Ноэль еще раз напомнила Уолтеру. Уолтер может быть глупым, но он не бесполезен. У каждого своя миссия, и задачи, требующие ума, должны быть оставлены ей. Ноэль открыла дверь таверны. Вошла и громко объявила, что у нее есть поручение для всех присутствующих искателей. Целями были Ллойд и Таня. Какая бы команда их ни поймала, она вознаградит их 2 миллионами рассветных монет. Уолтер был поражен и поспешно попытался остановить Ноэль, сказав, что, объявив об этом так, эти люди не будут их уважать. Ноэль было все равно, были вещи, которые она не могла сейчас рассказать Уолтеру. Через некоторое время команда «Укус молнии» приняла это задание. Ноэль обменялась с ними информацией. Она не знала, в каком направлении бежали Ллойд и Таня, но была уверена, что они шли пешком. Если это так, то присутствующие могли легко догнать их верхом на лошадях. Как только гильдия «Укус молнии» приняла задание, другие гильдии тоже начали его принимать. Вскоре после этого в таверне не осталось ни одного посетителя. Ноэль совсем не обрадовалась, потому что это было не то, что ей нужно. Когда она уже собиралась уходить, мужчина средних лет подозвал Ноэль, чтобы обсудить задание подробнее. Ноэль усмехнулась. Наконец-то рыбка клюнула. Мужчина отвел Ноэль и Уолтера в укромный уголок, чтобы обсудить 2 людей, которых искала Ноэль. Прошлой ночью он встретил 2 человек и был уверен, что это те, кого искала Ноэль. Уолтер с нетерпением хотел узнать больше, но искатель больше ничего не сказал, только потребовал предоплату. В этот момент заговорила Ноэль, не для того, чтобы умолять мужчину, а чтобы договориться о цене. За задание, которое она предложила, команда, поймавшая этих 2, получит 2 миллиона. Но этот мужчина позвал ее, чтобы обсудить детали. Это означало, что его команда недостаточно сильна, чтобы поймать их самостоятельно, и им нужна помощь Ноэль и Уолтера. В таком случае Ноэль заплатит только 1 миллион дангов. Искатель сильно вспотел, услышав это, и сказал, что это должно быть не меньше 1,5 миллиона. Ноэль была непреклонна. 1 миллион значит 1 миллион. Причина, по которой Ноэль так упорно торговалась, заключалась в том, что она оценила мужчину с головы до ног, как только они встретились. Он был неудачливым искателем с плохим снаряжением, и его телосложение тоже не впечатляло. Так что он, скорее всего, был в отчаянии и не мог свободно выбирать задания для своей команды. Не имея выбора, старый искатель наконец согласился. 2 людей, которых они искали, прошли через южные ворота, и он был уверен, что им придется пройти через деревню Кнут. Получив эту информацию, Ноэль велела Уолтеру и команде мужчины собраться у южных ворот. А сама пошла закончить кое-какие дела. Спустя долгое время Ноэль вернулась. В это же время Ллойд и Таня добрались до деревни Краннат. Пока они шли, он подбадривал Таню, говоря, что все в порядке. Он знал характер Ноэль. Как только Ноэль поймет, что не сможет вернуть деньги, она не станет их искать. Как только он закончил говорить, Ноэль уже стояла позади них. Она использовала навык, чтобы парализовать их, и сразу же связала. Уолтер был зол на то, что Ллойд его предал и собирался его избить, но Ноэль остановила его. Сказала, что сначала нужно кое-что проверить. В письме Ллойд признался, что потерял деньги на инвестициях. Но Ноэль прекрасно знала, что он проиграл их в азартных играх, а не в инвестициях. Он играл в азартные игры и брал кредиты под высокие проценты, и все деньги команды ушли на погашение долга. Ллойд тут же закричал, проклиная их, говоря, что работа лидера — это огромное давление. И если они ничего не знают, то не должны его критиковать. Ноэль тут же ударила Ллойда по лицу, напомнив ему, что с самого начала именно Ллойд взял на себя ответственность быть лидером. Никто не навязывал ему эту ответственность. После удара и кровавой рвоты Ллойд испугался и стал просить прощения. Ноэль просто улыбнулась и сказала, что ему придется вытерпеть 1000 ударов от нее, прежде чем они смогут это обсудить. Таня испугалась, но все равно умоляла помочь Ллойду. В этот момент Ноэль использовала навык, чтобы заставить Таню сказать правду. Оказалось, что они с Ллойдом вместе играли в азартные игры и проиграли все деньги команды. Согласно имперскому закону, за хищение средств команды полагается 10 лет тюрьмы. 10 лет тюрьмы — это ужасно. Ноэль громко рассмеялась.
В этот момент, увидев, что они закончили разговор, старый искатель подбежал к Ноэль, чтобы попросить у нее деньги. Ноэль строго напомнила ему, что заплатит, но только после того, как закончит свои дела. Несмотря на это, мужчина все равно думал, что Ноэль пытается его обмануть, и достал нож, чтобы напасть на нее. Ноэль тут же ударила его так, что у него пошла пена изо рта. Техника, которую она только что использовала, была шоком для сердца, которому ее научил дедушка. Этот навык создает сильный удар прямо над сердцем, из-за чего оно временно перестает работать. Каким бы сильным ни был человек, этот удар его вырубит. Это был особый навык, которому ее научил дедушка. Навык, который позволял такой болтушке, как она, защищаться. Старый искатель потерял сознание после этого удара, и его унесли его товарищи. В это же время подъехала роскошная карета, запряженная лошадьми. Из кареты вышел ярко одетый мужчина. Но, взглянув на него, все присутствующие сразу узнали его. Это был работорговец. Ноэль тоже хорошо его знала. Он был помощником босса мафии, печально известной организации в имперской столице. Внешне он казался веселым, но внутри был очень злым. Его прозвали Фанасио, безумный клоун. Теперь Уолтер понял, почему Ноэль ушла раньше. Увидев это, Ноэль тоже объяснила. Она прекрасно знала, что у Ллойда и Тани нет денег, чтобы расплатиться, поэтому она заключила сделку с Фанасио, чтобы компенсировать потерянные деньги. Или, другими словами, она продаст ему Ллойда и Таню. Таня услышала это и покрылась холодным потом, не соглашаясь, но в этот момент у нее не было права решать. Первый вариант – стать рабыней Фанасио. Второй вариант – отправиться в тюрьму на 10 лет. А в тюрьме их шансы выжить будут еще ниже, чем у рабов. Таня потеряла дар речи и больше ничего не могла сделать. Увидев это, Фанасио с радостью подошел, чтобы осмотреть товар. Два молодых здоровых человека, а он заплатил всего $6 миллионов. Эта цена была настолько низкой, что даже Ноэль удивилась. Фанасио, хотя и хотел заплатить Ноэль больше, сказал, что сейчас неподходящее время. Он прошептал Ноэль на ухо, что всего несколько дней назад церковь издала закон против расточительства. И если бы он сейчас потратил больше денег на покупку рабов, его бы точно поймали. Ноэль глубоко вздохнула, у нее не было выбора. Она решила продать этих двоих Фанасио за $11 миллионов. Фанасио не понял и спросил Ноэль. Но с каждым словом, которое он произносил, она повышала цену на $1 миллион. Когда цена достигла $15 миллионов, Фанасио разозлился и схватил Ноэль за воротник, угрожая ей. Конечно, Ноэль не собиралась спорить с Фанасио. Она просто создавала для него возможность для бизнеса. В это время запрета 2 раба, купленные самим рабовладельцем по астрономической цене, наверняка привлекут внимание богачей. Более того, эти двое были очень красивыми. В то время Фанасио нужно было только поднять цену, чтобы получить большую прибыль. $15 миллионов уже были очень выгодной сделкой для Фанасио. Услышав это, он понял намерение Ноэль. Хотя повышать цены было запрещено, об этой сделке знали лишь несколько человек. Поэтому Фанасио согласился купить их за 15 миллионов, а затем пригрозил группе старых искателей не разглашать эту информацию. Сделка была завершена, и Таню и Ллойда увели. Хотя Таня кричала и умоляла о прощении, Ноэль оставалась непреклонной. Предав однажды, неизбежно будет и второй раз. Как и было обещано, Ноэль заплатила ровно $1 миллион группе старых искателей. Хотя они получили деньги, способ ведения бизнеса Ноэль очень разозлил группу. Она была одновременно диктатором и злодейкой. Они прокляли Ноэль, назвав ее дьяволом. Ноэль совсем не злилась, потому что в мире искателей быть злодеем значит становиться сильнее, и она будет придерживаться этого идеала, чтобы развиваться. На следующий день Уолтер снял доспехи и встал перед воротами имперской столицы. Ноэль лично пришла, чтобы бросить ему бутылку вина. Прошлой ночью Уолтер попросил у Ноэль разрешения перестать быть искателем. Хотя Ноэль пыталась его переубедить, Уолтер потерял всякую надежду на эту профессию. Поэтому Уолтер решил сдаться и вернуться в свой родной город. Увидев это, Ноэль больше не заставляла Уолтера. Отдав бутылку вина Уолтеру, она сразу же ушла. Глядя на город сверху, Ноэль могла только вздохнуть. Теперь ей придется начинать все сначала. В этот момент Ноэль увидела сброшенную змеиную кожу. Змеям нужно сбрасывать кожу, чтобы стать сильнее. Так же, как и Ноэль сейчас. Она сменит членов своей команды и станет сильнее. На улицах имперской столицы беловолосая девушка продолжала смотреть на доску объявлений. Затем она улыбнулась. Наконец-то она нашла Ноэль. Тем временем Ноэль сидела в таверне с Волком, лидером команды «Укус молнии». Волк продолжал советовать Ноэль сдаться, говоря, что сидеть здесь и ждать бесполезно, потому что никто из тех, кто приходит в эту таверну, не будет без команды или клана. Ноэль было все равно, и она сказала Волку, что он слишком много болтает, и прогнала его. Конечно, Волк так просто не сдался бы.
Он знал, что такой болтун, как Ноэль, не может сражаться в одиночку. Поэтому он всегда приглашал Ноэль присоединиться к его команде. Ноэль хорошо знала команду Волка-Укус Молнии. Волк был и лидером команды, и фехтовальщиком. Вместе с ним был очень способный эльф-лучник, и остальные тоже были опытными. Хотя это была всего лишь команда среднего уровня, у нее был большой потенциал. Волк продолжал приглашать Ноэль, предлагая ей, вместо того, чтобы сидеть здесь и набирать новых членов, просто присоединиться к его команде. Разве это не было бы быстрее и выгоднее? В этот момент эльф-лучник Элиза вмешалась, чтобы остановить Волка, сказав, что именно поэтому флирт Волка всегда терпит неудачу. Это очень смутило Волка. Он уже собирался применить свои навыки убеждения к Ноэль. Ноэль согласилась присоединиться, но с одним условием – она будет лидером команды. Даже не дожидаясь согласия Волка, все члены команды сразу же кивнули. Они считали, что Ноэль намного умнее Волка. Поэтому было вполне логично, что Ноэль станет лидером команды. Хотя это звучало разумно, Волк занимал эту должность с момента основания команды. И если он этого не сделает, что ему теперь делать? В этот момент сзади раздался голос, который заставил всех вскочить на ноги. Даже такой проницательный человек, как Лиза, не заметил, что кто-то подошел так близко. Женщина сняла шляпу и представилась как Альма. Она увидела объявление о наборе Ноэль, поэтому и пришла. Так началось собеседование Ноэль с Альмой. Первый вопрос, который задала Ноэль, был о ее возрасте, и, к счастью, Альма была спокойной и все же ответила Ноэль, сказав, что она на 5 лет старше его. Затем последовали бесчисленные глупые вопросы от группы Волка. Но больше всего Ноэль интересовала профессия Альмы. Разведчик класса С — это именно то, что ему нужно. На последний вопрос Ноэль хотела узнать, почему она стала искателем. Альма честно призналась, что ей неинтересно быть искателем. Только во внуке сверхсмерти, которым был Ноэль. Много лет назад дедушка Альмы сражался с дедушкой Ноэль и потерял руку из-за него. Его звали Алкер. Как только она закончила говорить, все в таверне были потрясены. Ноэль тоже вспотел, потому что этот человек был слишком знаменит. Он принадлежал к секте убийц. Секте, которая была готова убить любого по заказу. Алкер также был первым председателем, легендарным убийцей в своей профессии. В этот момент Логан, высокий, темноволосый и вонючий мужчина в таверне, резко встал и отругал Альму, сказав, что не верит, что она внучка Алкера, потому что Альму не признали искателем. Поэтому Альма повернулась к Ноэль и спросила, что ей нужно сделать, чтобы стать искателем. Это было просто. Альме просто нужно было доказать свои способности другим. Альма сразу поняла, в чем дело. Разве здесь не было кого-то, с кем она могла бы себя показать? Альма бросила вызов Логану, назвав его обезьяной, что привело Логана в ярость. Он бросился на Альму, но эта девушка оказалась слишком быстрой и ловкой. Всего 2 ударами она вырубила Логана, к всеобщему удивлению. Губы Ноэль изогнулись в улыбке, но не закрылись. Он сразу же пригласил Альму в свою команду. В этот момент у Альмы громко заурчало в животе от голода, поэтому Ноэль пришлось отвезти ее в другое место, чтобы угостить жареными булочками. Теперь Ноэль действительно поверил, что Альма внучка легендарного убийцы. Сначала он вообще в это не верил. Но Альме достаточно было увидеть лицо Ноэль, чтобы сразу поверить в него. Потому что глаза Ноэль были глазами, готовыми на все ради результата. Когда-то ее дедушка напомнил ей об этом. Никогда не вступай в прямую конфронтацию со сверхсмертью. Это приведет только к поражению. Глядя в глаза Ноэль, Альма вспомнила об этих предупреждениях. Теперь Ноэль был в замешательстве и думал об Альме. С ее способностями и прошлым, почему она не присоединилась к организации убийц, а вместо этого пришла сюда, чтобы стать искателем? Альма глубоко вздохнула и честно призналась Ноэль. Изначально она планировала именно это, но на экзамене возникли проблемы. Противник Альмы на экзамене был слишком слаб. Она победила его всего несколькими ударами. Альма до сих пор ясно помнила, чему ее учил дедушка. В бою нужно лишить противника жизни. И когда Альма уже собиралась прикончить его, Саман, недавно назначенный лидер секты убийц, остановил ее. Убийственное намерение Альмы заставило Самана понять, что она не подходит для нынешней секты. Поэтому он сразу же исключил ее. Конечно, ее способности уже были признаны. Откусывая булочку, Альма посетовала, что из-за того, что Саман руководил организацией, там проводились серьезные реформы. Он полностью отказался от старых концепций секты убийц и теперь хотел преследовать другую цель. Примкнуть к империи, стать гильдией, признанной имперской столицей, больше не действовать в тени и сменить цель с убийств на разведывательную деятельность. Ноэль вспотел, услышав это. Это была секретная информация, которую нельзя было разглашать во время еды. Ноэль немного волновался, думая, что теперь, когда он это услышал, его могут исключить. Альма уверенно улыбнулась, похлопав себя по груди,
и заверила, что пока она здесь, Наэль будет в безопасности. Поскольку Альма всегда действовала в одиночку, она не знала, как работает групповой бой, поэтому Наэль пришлось провести для нее ускоренный курс. Он повел Альму на гору, объясняя по пути способности болтуна. Его усиливающая сила была очень мощной и могла изменить ход битвы. Но если он ошибется, вся команда окажется в опасности. Поэтому ключевым моментом было абсолютное доверие членов команды, готовых выполнить любой приказ Наэль. У большинства болтунов нет боевых способностей, но Наэль был другим. У него все еще были способы защитить себя, иначе он бы давно погиб. Ноэль отвел Альму к ближайшему ручью и начал тренировку. Задача Альмы заключалась в том, чтобы поймать там рогатых кроликов. Конечно, с навыками Альмы поймать их было бы несложно. Но цель этой тренировки заключалась в том, чтобы проверить, как Альма адаптируется к усиливающей способности болтуна. У разведчиков есть начальный навык увеличения собственной скорости, но чтобы максимально его использовать, им нужно тренироваться, чтобы их тело привыкли к усиливающей способности. Усиливающая способность Ноэля работала так же. Его старой команде потребовался целый месяц, чтобы привыкнуть к этому типу усиливающей способности. Основываясь на действиях Альмы, Наэль планировал дальнейшие действия. Альма получила приказ и сразу же приступила к работе. Она использовала свой навык наблюдения, чтобы обнаружить в радиусе 200 метров 13 рогатых кроликов. Ноэль поручил ей поймать только одного и принести его обратно в течение 10 секунд, чтобы пройти испытание. Ноэль усилил ее, и Альма тоже увеличила скорость и бросилась вперед. 10 секунд на одного кролика — это многовато. Альме понадобилось всего 8 секунд, чтобы поймать всех 13 и принести их Наэлю, от чего он вспотел. Какой уровень мастерства должен быть врожденным? Никто не может так быстро адаптироваться. Итак, оценочный тест был пройден, и Альма получила высший балл. Теперь Наэль поручит Альме ее первую миссию вместе с ним. Он достал из кармана поручение, присланное из деревни Минт. Недавно там появились бандиты, и первой миссией новой команды будет их выследить. Поскольку дорога до деревни Минт была очень долгой, по пути Наэль также объяснил Альме, что такое работа искателя. Хотя они были искателями, не всем искателям приходилось сражаться с бездной. Они делились на множество видов работы, таких как охота на мутировавших монстров, охота на бандитов, поиск сокровищ или исследование реликвий. На этот раз их задачей было уничтожить бандитов. Изначально это была задача местного лорда. Но они действовали очень медленно. К тому времени, как прибудет помощь, в деревне уже ничего не останется. Люди, которые наняли Ноэля, были бедными фермерами, поэтому Ноэль не ожидал большой награды. Он просто использовал это как возможность проверить свою новую команду. Просидев целый день и так и не доехав до деревни Минт, им пришлось заночевать в городке по пути. Поскольку они приехали слишком поздно, все комнаты были заняты. Ноэлю пришлось долго искать, чтобы найти комнату с одной кроватью. Поэтому Ноэль галантно уступил ее Ольме, а сам лег на полу. Через некоторое время Ноэль вышел из ванной. Глядя на мускулистое тело Ноэля, Альма не могла не воскликнуть, как жаль, что профессия Ноэля не связана с боевыми действиями, поэтому сколько бы он ни тренировался, он не мог сравниться с другими. Альма хотела бы, чтобы у Ноэля была такая же профессия, как у его дедушки. Тогда к этому времени Ноэль стал бы сильнейшим искателем. Ноэль тут же попросил Альму закрыть глаза, а затем сильно щелкнул ее по лбу за то, что она беспокоится о ненужных вещах. Хотя он и притворялся, что не злится, в ту ночь Ноэль ворочался с боку на бок, не в силах заснуть. То, что только что объяснила Альма, Ноэль прекрасно понял. Он сам когда-то плакал из-за своей профессии. После спокойного вечера на следующий день Ноэль и Альма прибыли в деревню. Староста деревни радостно вышел поприветствовать Ноэля. Но когда он нигде не увидел остальных членов старой команды, он немного удивился. Узнав, что они все ушли из команды, на лице старосты появилось беспокойство. Ноэль уже знал об этом и быстро заверил его, что сейчас его команда состоит только из него и Альмы, но он все равно выполнит задание по уничтожению бандитов сегодня. Ноэля и Альму пригласили на чай. Ноэль очень любезно поприветствовал дочь старосты. Маленькая девочка, прятавшаяся в углу, увидела, что Ноэль смотрит на нее, и тут же убежала. Староста мог только улыбнуться и объяснить за свою дочь. Хотя девочка казалась застенчивой, на самом деле, когда она услышала, что Ноэль приедет, ей очень захотелось с ним познакомиться. Хватит болтать. Ноэль хотел напомнить о плате перед отъездом. Он получит аванс в размере 200 дангов, а оставшиеся 300 после выполнения задания. Староста без колебаний заплатил, что немного удивило Ноэля. Похоже, они копили деньги только для того, чтобы справиться с этими бандитами. Затем староста предоставил Ноэлю информацию. В группе было около 20 бандитов. Они убивали людей и грабили имущество в окрестных деревнях. И не только это, они еще и похищали женщин. Ноэль хорошо знал, как живут эти бандиты. Хотя они и были бандитами, у них должно быть убежище,
и староста сказал, что они будут в лесу на востоке. Ноэль получил информацию и сразу же отправился в путь. Как только они вышли из дома старосты, Альма тут же отругала его, сказав, что его жена и дети сидят рядом с ним, а он все пялится на ее грудь. В этот момент дочь старосты побежала за ними, чтобы подбодрить Ноэля перед выполнением задания. Затем она протянула ему бамбуковую вертушку. В прошлый раз, когда Ноэль был в их деревне, он научил детей делать эту игрушку. Бамбуковая вертушка перед ним была подарком, который Ноэль сделал маленькой девочке, и она хранила ее как сокровище. Сказав это, она так смутилась, что тут же убежала. Альма посмотрела на Ноэля, скривив губы, и сказала, что Ноэль может показаться приличным. Но она не ожидала, что он будет так соблазнять маленькую девочку. Ноэль не стал отвечать, просто отругал Альму, и они все вместе отправились в путь. К вечеру Ноэль нашел логово бандитов. Информация старосты была совершенно неверной. Их было как минимум в 2 раза больше, чем предполагалось. Очень быстро Ноэль обнаружил главаря бандитов. Его лицо показалось ему знакомым, и немного подумав, Ноэль вспомнил. Это был Гордон Бритва, разыскиваемый преступник с наградой в 2 миллиона дангов, разведчик класса B. Ноэль повернулся к Альме и спросил, уверена ли она, что сможет победить его. Альма не была уверена, что справится со всеми этими бандитами. Но если это будет бой 1 на 1 с главарем, она уверена, что сможет победить. Для Ноэля этого было достаточно. У него был план, как помешать солдатам помочь своему главарю. План начался с того, что Ноэль использовал свой навык, чтобы поделиться информацией с Альмой. Навык, который позволял ему разговаривать с Альмой даже на расстоянии. Альма заняла позицию прямо за палаткой главаря. Получив информацию, Ноэль тут же использовал свой навык Рева, парализовав всех бандитов в округе. Только этого и ждала Альма. Она ворвалась в палатку и нанесла главарю смертельный удар. Затем Ноэль приказал Альме сдерживать солдат, пока он не придет. Хотя сдерживать было преуменьшением, ведь Альма была более чем способна зачистить это место. Ноэль спустился на веревке и бросил факелы в лица бандитов, ослепив их, а затем выпустил серию огненных пуль, которые испепелили их, так что уничтожение бандитов было завершено. Ноэль принес голову главаря в доказательство старости. Когда он упомянул о награде, староста пригласил Ноэля сначала на ужин. Ноэль и Альма неохотно согласились, так как они уже приготовили еду и присоединились к празднованию. Во время ужина староста похвастался Ноэлю, что его дочь владеет мечом и тоже хочет стать искателем. Поэтому Ноэль подробно объяснил ей, что нужно делать, чтобы стать искателем. Сначала она должна достичь совершеннолетия, затем пройти обучение в школе в столице империи, чтобы набраться опыта. Однако это будет стоить больших денег. Поэтому Ноэль посоветовал девушке стать стажером в других командах искателей, или точнее их помощником. Маленькая девочка внимательно слушала от начала до конца, а затем спросила Ноэля, согласится ли он взять ее в свою команду, когда она станет искателем. Ноэль просто улыбнулся и напомнил девочке, что если к тому времени он все еще будет искателем, как она надеется, он будет очень рад принять ее в команду. В этот момент староста достал бутылку вина, чтобы угостить Ноэля и Альму, и сказал, что хочет отпраздновать желание своей дочери стать искателем. Налив вино, он продолжал уговаривать Ноэля и Альму выпить. Ноэль просто улыбнулся и отодвинул бутылку обратно к нему, сказав, что когда предлагают вино, хозяин должен выпить первым, иначе это будет очень неуважительно. Увидев, что староста колеблется, Ноэль прямо сказал, что как можно пить это отравленное вино. Услышав это, староста и его жена так испугались, что тут же попятились. Он яростно отрицал это. Но Ноэль все прекрасно понимал. Было 3 причины, которые привели его к такому выводу. Во-первых, староста солгал о количестве бандитов, чтобы не платить больше за работу. Во-вторых, просто по запаху он понял, что в вине было что-то еще. И в-третьих, когда он предлагал вино, он выдал свое намерение убить. Ноэль подтолкнул к нему бокал с вином, заставив его выпить его, если он хотел доказать, что Ноэль ошибается. В этот момент староста оттолкнул бокал с вином, а затем тут же отругал Ноэля за ложное обвинение и выгнал его из дома. Ноэль больше не стал церемониться и тут же использовал свое умение, чтобы заставить старосту признаться в правде. Этот человек заранее планировал убить Ноэля и Альму, чтобы украсть все их деньги и снаряжение. Он сам признался в этом. Поэтому Ноэль бросился вперед и выколол ему левый глаз. Не только левый глаз. Нацелившись на Ноэля, он должен был быть готов к медленной пытке. Теперь мужчина испугался и заплакал, умоляя Ноэля о прощении. Он сказал, что сделал это только для того, чтобы спасти свою семью. Он был должен мафии, и если бы он не заплатил вовремя, всю его семью убили бы. Ноэлю было все равно, и он уже собирался выколоть ему второй глаз, когда дочь старосты принесла все их имущество, умоляя Ноэля пощадить ее отца.
Ноэль взял деньги и сказал Альме уходить, не обращая внимания на то, как маленькая девочка стиснула зубы и проклинала Ноэля как дьявола. По дороге, пока лицо Ноэля оставалось бесстрастным, Альма заговорила, чтобы подразнить его, спросив, не чувствует ли Ноэль себя виноватым из-за того, что девушка, которая когда-то восхищалась им, так изменилась. Конечно, Ноэль ответил отрицательно. В этом мире искателей, если хочешь выжить, нужно быть злым и терпеть подобные вещи. В этот момент перед ними пролетел огромный дирижабль. Ноэль сразу узнал его. Это был дирижабль гильдии трехзвездных регалий, одной из 7 гильдий, признанных императором могущественными. Среди этих 7 гильдий некоторые были сильнее, а некоторые немного слабее, поэтому они были разделены на 3 группы. Сначала шли 4 гильдии с рейтингом 3 звезды, затем 2 гильдии с рейтингом 2 звезды и 1 гильдия с рейтингом 1 звезда. Этот огромный дирижабль был преимуществом гильдии 3 звезды, на нем летели бесчисленные могущественные искатели. Теперь у Ноэля была цель. В течение следующего года он присоединится к этой гильдии регалий. Услышав заявление Ноэля, Альма вспомнила разговор между ней и новым лидером секты убийц Саманом. Он знал, что Альма убила своего деда Алкера. Но Альма совсем не чувствовала угрызений совести, потому что он стал настолько слабым, что кто-то вроде нее мог его убить. Тигр, потерявший когти, не может плавать сам по себе. Более того, Альма очень ненавидела Алкера. Она была не его внучкой, а его биологической дочерью. Он похищал молодых девушек и заставлял их рожать Альму и бесчисленное множество других детей. Хотя она была его ребенком, он совсем не заботился о них. Он хотел, чтобы только один из них унаследовал его силу и волю, чтобы стереть пятно поражения перед смертью. После этого поражения он стал одержим. И именно эта одержимость убила братьев и сестер Альмы. Она была единственной выжившей и самой способной. Услышав это, Саман решил изгнать Альму из секты убийц. Здесь больше не было места для Альмы. Хотя у нее была сила. Именно эта сила заставляла Самана беспокоиться, что однажды Альма станет угрозой для всей секты. Альма расплакалась, задаваясь вопросом, для чего теперь нужны ее 21 год тяжелых тренировок. Альма сердито закричала, но Саману было все равно. Он дал ей только один совет. С этого момента живи так, как тебе нравится. Кроме того, он слышал, что внук Авердеда работает искателем в столице империи. Если Альма заинтересуется, она должна встретиться с ним, и Альма последовала этому совету. В этот момент Альма бросилась вперед и крепко обняла Ноэля. Она широко улыбнулась и заявила, что будет сражаться рядом с ним вечно. Ноэль услышал это, но был сбит с толку, совсем не понимая, что происходит. В тюрьме столицы империи произошел инцидент. Незнакомец незаконно проник в тюрьму, вырубил офицера, затащил его в ванную, чтобы спрятаться, а затем принял его облик. Превращение было настолько идеальным, что даже коллеги ничего не заметили. Затем он подошел к камере, в которой содержался печально известный убийца, рыцарь-марионетка Хьюга. Тем временем Ноэль уже бегал по столице империи с утяжелителями рано утром. Его ежедневной целью было пробежать 2 полных круга. Как бы он ни устал, он не мог пропустить тренировку. С тех пор, как он заявил своему деду, что хочет стать искателем, Авердед потерял мягкость дедушки, оставив только суровые тренировки. По сравнению с тем, когда он тренировался с дедом, эти 2 круга вокруг городских стен были пустяком. После тренировки Ноэль вернулся в свою комнату, чтобы принять душ. Стоя под душем, он вспомнил, что Альма говорила ему раньше о сильном теле, но, к сожалению, о профессии разговорщика. Хотя Ноэль и не показывал этого внешне, ему было очень неловко. Как только он закончил мыться и вышел, кто-то постучал в дверь. Это была Альма, которая пришла к Ноэлю. Она явно пришла раньше назначенного времени, что немного смутило Ноэля. Альма думала, что Ноэль будет рад ее видеть. Но реакция Ноэля была совершенно противоположной ожиданиям Альмы. Прежде чем Ноэль успел согласиться, Альма уже прижала его к кровати, желая потрогать его мышцы груди. Ноэль изо всех сил пытался напрячь свое тело, чтобы вырваться, но Альма была слишком сильной, и у него не было шансов. Чем больше Альма смотрела на Ноэля, тем милее он ей казался, и ей хотелось его поцеловать. Конечно, Ноэль этого не допустил. Он громко закричал и ударил Альму головой. После этого они оба отправились встречать новый день. Пока они шли, Альма жаловалась, что несмотря на то, что она старшая сестра, как мужчина может быть таким грубым с женщиной. Этот принцип применим к другим, но с Ноэлем он не делал различий между мужчинами и женщинами и относился ко всем одинаково. В этот момент Альма увидела пару, идущую мимо, держась за руки. Альма подражала им. Она взяла Ноэля под руку и с любопытством спросила о его планах на сегодня. Ноэль немного подумал и решил пойти в гильдию искателей. Это была особая профессия, которая была у человека с рождения, но такие люди не могли повышать свой уровень, как другие. Альма раньше хотела повысить свой уровень, чтобы стать убийцей.
Но как только Ноэль услышал ее желание, он отговорил Альму от этого. Действительно, когда Альма повысит свой уровень, чтобы стать убийцей, ее боевая мощь значительно возрастет. Но нужно было подумать, подойдет ли это для будущих товарищей по команде. По плану Ноэля, он хотел иметь хотя бы еще одного товарища по команде. Иначе, если они с Альмой пойдут покорять бездну вдвоем, это будет очень опасно. Так что пока они просто понаблюдают сегодня, чтобы составить планы на будущее. Покинув гильдию искателей, Ноэль хотел посетить кузницу одной пары гномов. Хорошее снаряжение увеличивает боевую мощь искателя, поэтому нельзя забывать о регулярном обслуживании. После обслуживания Ноэль повел Альму в магазин книг по навыкам. Он хотел купить несколько книг по навыкам разведчика для Альмы. Однако в каждом магазине продавались книги по навыкам для разных профессий. Поэтому Ноэлю пришлось пойти в другой магазин, если он хотел купить книги по навыкам для себя. Перед уходом он должен был напомнить Альме, что максимальный бюджет, который он ей дает, составляет всего 1 миллион донгов. И он специально напомнил Альме, чтобы она не тратила их впустую. Несмотря на это, когда они снова встретились, Альма все равно купила себе плюшевого мишку. Ноэль уже собирался разозлиться, когда Альма протянула ему книгу. Она потратила 800 донгов на покупку навыка пробивания брони для убийц. А на оставшиеся деньги она купила этого плюшевого мишку, уложившись в бюджет без единого лишнего донга. У Альмы было хорошее снаряжение, но Ноэль был не так доволен. Он хотел купить навык очищения от нежити, но цена этого навыка превышала его бюджет. Поэтому Ноэль временно оставил его в магазине. В этот момент мимо Ноэля прошел мужчина. Ноэль получил сигнал и сразу же извинился перед Альмой, сказав, что у него есть дела. Ноэль вышел на бедную улицу и встретил торговца информацией Локи. По просьбе Ноэля он проник в имперскую тюрьму и принес всю информацию о заключенном Хьюго. После передачи информации Локи стало немного любопытно, и он спросил Ноэля, зачем он рискует пригласить такого безжалостного убийцу в свою команду. У Ноэля были свои причины, и он был уверен, что Хьюго невиновен, поэтому ему нужна была его информация. Внимательно изучив предоставленную Локи информацию, Ноэль заплатил ему. Перед уходом Локи сделал специальное предложение для постоянного клиента. Недавно он узнал, что в этом районе распространяется вредный наркотик. Он вызывает сильное опьянение, но взамен заставляет пользователя сходить с ума. Обычно за такие наркотики семья Финацио не оставляет виновных безнаказанными. Но в этом случае все было иначе, потому что человек, который продавал этот наркотик на рынке, был боссом филиала той же мафиозной группировки, поэтому ничего нельзя было сделать. Локи знал, кто этот босс, и специально предупредил Ноэля, чтобы он был очень осторожен в это время. Тем временем Альма ждала Ноэля и была очень расстроена. Они шли вместе, и вдруг он просто исчез, не сказав куда. Ноэль действительно не понимал женщин. В этот момент мимо прошла лиса и столкнулась с Альмой. Ноэль возвращался, думая о том, что Локи только что сообщил ему о боссе этой мафиозной группировки. Ноэль также слышал, что предыдущий босс внезапно скончался, а его сын недавно занял его место. Похоже, этот парень был очень крутым, поэтому Финоккио не осмеливался его трогать. Внезапно Ноэль прошел мимо нищего, который выглядел очень оборванным, и Ноэлю стало его немного жаль, поэтому он специально бросил ему монету, чтобы накормить его. Но этот человек был слишком честным и подумал, что Ноэль случайно уронил деньги. Поэтому он позвал Ноэля, чтобы вернуть их. Ноэль обернулся, презрительно улыбнулся и отказался брать грязные деньги, прежде чем уйти. Нищий все еще шел за Ноэлем, и тот разозлился настолько, что пнул его в живот. В этот момент нищий тоже разозлился. Хотя он не хотел драться, он не был настолько мягким, чтобы позволить Ноэлю так легко себя унижать. Он принял боевую стойку. Это немного удивило Ноэля, потому что стойка этого человека была не для новичка. Он бросился на Ноэля, но в этот момент Ноэль успел схватить его за руку и прижать к стене. После 2 движений мужчина понял, что Ноэль сильный и больше не хотел с ним церемониться. Он принял оборонительную стойку и начал собираться с силами. Губы Ноэля невольно растянулись в улыбке. На этот раз ему повезло. Если мужчина оправдает его ожидания, он возьмет его в свою команду. Ноэль тоже достал нож, готовый к бою, когда в этот момент появился карлик и начал ругать нищего. Тем временем лиса сидела и слушала жалобы Альмы. Узнав все, лиса тоже подумала, что Ноэль ушел в это время, потому что искал нового члена команды. Вероятно, пытался найти кого-то подходящего, чтобы Альма могла свободно выбрать профессию. Карлик отругал нищего, и хотя тот пытался извиниться, мужчине было все равно. Он использовал кольцо на руке, чтобы выпустить электрический разряд, от которого нищий тут же потерял сознание от боли. Просто взглянув, Ноэль сразу понял, что это рабское кольцо. И похоже, этот парень был хозяином нищего.
Разобравшись с нищим, карлик обратил внимание на Ноэля. Он даже принял Ноэля за девушку и имел к нему извращенные намерения. Конечно, Ноэль его поколотил. Ноэль наклонился и приставил пистолет к его горлу, угрожая, что он все расскажет. Этот парень был из южного города, из семьи, которая контролировала подпольную арену. Из-за хищения средств ему пришлось бежать в столицу империи. Услышав это, Ноэль понял, в чем проблема этого человека. Похоже, Кага был тем, кого этот парень купил и использовал для боев на подпольной арене, а потом присоединился к организации в столице империи. Только так его больше не будет преследовать его старая семья. Ноэль засунул пистолет в рот парню и начал считать. За этим парнем охотились, так что умереть здесь, наверное, не проблема. Если он умрет, то тот парень будет принадлежать Ноэлю. Тем временем, узнав, что Ноэль хочет найти другого члена команды, Альма совсем не обрадовалась. Ей нужен был только один член команды, и это была она сама. А что касается новых людей, она убьет любого, кто присоединится. Ноэль выстрелил, но не убил карлика. Ноэль не был таким жестоким и дал ему 10 секунд, чтобы убраться с глаз долой. Карлик так испугался, что пнул Когу в живот, чтобы тот очнулся и пошел с ним. И он действительно встал и побежал за ним, что очень разочаровало Ноэля. Если бы он был мужчиной, Кага мог бы убить своего жестокого хозяина и обрести свободу. Ноэлю нужен был храбрый волк, а не сторожевой пес, как он. Потом Ноэль вернулся, и как только лиса его увидела, она упрекнула его за то, что он оставил Альму посреди их свидания. Альма посмотрела на Ноэля испепеляющим взглядом. И ему ничего не оставалось, как угостить их чаем. За чаем Ноэль спросил лису, знает ли она об опасном наркотике, который появился недавно. Глядя на растерянное лицо лисы, было ясно, что она не знает. Поэтому Ноэль любезно напомнил лисе, чтобы она вернулась и предупредила волка, сказав ему быть осторожным в это время. Это был первый раз, когда Ноэль проявил заботу о другой команде, что очень удивило лису. Но у нее тоже была назначена встреча. Поэтому она извинилась и ушла первой, пообещав Альме, что в следующий раз отведет ее в кафе получше, чем это место. Как друзья, а не как коллеги. Услышав это, Альма очень обрадовалась и сразу же приняла лису как свою близкую подругу. Лиса повернулась к Ноэлю, но он, конечно, был холоден и не хотел принимать ее предложение. Глядя, как лиса уходит, Ноэль снова задумался об этом наркотике. Он распространялся, но мало кто о нем знал. Он просто надеялся, что этот наркотик не доставит ему больших проблем. Тем временем карлик отвел Когу к мафиозной банде, чтобы попросить о помощи. Из всех людей он пошел к боссу банды Гамбино, настоящему сумасшедшему. Плакат с объявлением о розыске карлика был расклеен по всей столице империи, и этот Альберт не собирался ему помогать. У Альберта не было причин пачкать руки с этой деревенской мафиозной бандой. Однако, чтобы было веселее, он решил превратить карлика и Когу в чучело животных. Услышав это, карлик покрылся холодным потом. Он думал, что Альберт просто угрожает ему. Конечно, нет. Он злобно улыбнулся карлику. Кага посмотрел на своего хозяина, побледнев от страха, но мог только молча стоять на коленях. В этот момент он вспомнил сцены из прошлого. Хотя он сбежал в далекую страну, его судьба здесь и на прежнем месте ничем не отличалась. Так что ему оставалось только смириться со своей участью. Как только Альберт приказал своим подчиненным приступить к работе, кто-то вошел и сообщил, что прибыл староста деревни Минт, который задержал оплату. Как только староста увидел Альберта, он начал обвинять во всем Ноэля. Затем он польстил Альберту, сказав, что Ноэль плохо отзывался о его мафиозной семье. Цель состояла в том, чтобы заставить Альберта переключить все свое внимание на Ноэля, помочь ему отомстить и отложить взыскание долга. Но Альберту было все равно, что бы ни говорили. Тот факт, что он задержал деньги, оставался правдой, и Альберт никогда не простил бы того, кто нарушил обещание. Если бы Ноэль лишился правого глаза, он бы лишился правой руки. Затем он повернулся и позвал Когу. С самого начала он знал, что Кага был мастером меча. Он приказал Каге отрубить старости руку его деревянным посохом. Карлик постоянно подгонял Когу, чтобы тот приступал к работе. Не имея выбора, он встал и приготовился это сделать. Но Альберт остановил его на мгновение. Он проглотил таблетку и вошел в состояние транса. Для него, когда он смотрел жестокие сцены, ему нужно было быть немного под кайфом, чтобы это было весело. Староста все еще не верил, что Кага может отрубить ему руку деревянным посохом. Но всего через секунду его рука отвалилась, даже не дав мозгу времени почувствовать боль. Только когда потекла кровь, староста схватился за руку и закричал от боли. Альберт маниакально рассмеялся. Воспользовавшись этим, карлик похвалил Когу перед Альбертом. Сила Коги всегда была впечатляющей. С тех пор, как его купили в рабство, он всегда был чемпионом на подпольной арене, и если Альберту понравится, он готов отдать ему Когу. После такого представления Кага определенно стоил своих денег. И Альберт ни за что не отказался бы от такой сделки.
Так что с этого момента Кага перешел к новому хозяину. Ученик Альберта отвел его переодеться. Пока он переодевался, Кага вспоминал свое прошлое. С самого рождения он был никому не нужен. Его отец был богатым торговцем, а мать — красивой женщиной. В семье не было ничего, кроме ребенка. И во время посещения храма для молитвы мать Каги была изнасилована горными бандитами. Никто не знал, чей это был ребенок. После этого случая отец перестал ей доверять и не признал Когу своим сыном. Это была травма его матери. И когда она увидела, что любимый мужчина отверг ее, она перерезала себе горло и покончила с собой, оставив Когу совсем одного. Он пытался жить в этой семье, пытался угодить отцу, но что бы он ни делал, мужчина все равно не признавал Когу своим сыном. Однажды прекрасным утром, проснувшись, Кага обнаружил себя на корабле. Каге не потребовалось много времени, чтобы понять, что его продали в рабство. Первым хозяином Коги был тот карлик. Он отправил Когу на подпольные бои. Там Кага продемонстрировал свои навыки и одержал победу. Когда мужчина похвалил его, Кага расплакался, потому что впервые кто-то признал его. Но в конце концов Кага понял, что раб — это всего лишь раб. Как бы он ни старался, он не мог этого изменить. Той ночью Ноэль получил информацию от Локи и сразу же отправился в заброшенную церковь. Поскольку Ноэль был постоянным клиентом, Локи специально позвал его, чтобы сообщить секретную информацию. Семья Гамбино нацелилась на его жизнь. В этот момент Ноэль услышал странный шум и сразу понял, что Локи его предал. Ноэль вытащил пистолет и направил его на Локи, спрашивая, зачем он это сделал. У Локи не было выбора. Семья Гамбино заставила его это сделать, и он поднял руки, сдаваясь, позволяя Ноэлю поступить с ним как угодно. Потому что сам Локи чувствовал себя виноватым за то, что осмелился предать доверие покупателя информации. Ноэль стиснул зубы, но не смог заставить себя выстрелить, только велел Локи уйти. На этот раз он отпустил Локи и напомнил ему, что теперь ему больше не нужно бояться мести семьи Гамбино, потому что Ноэль сам уничтожит эту семью. Из тени вышел Кога, удивленный тем, что человек, который дал ему деньги, теперь стал мишенью. Кага должен был честно признаться Ноэлю, что он вообще не хочет драться. Но он не мог ослушаться приказа своего хозяина. Кага сделал глубокий вдох и громко закричал, демонстрируя Ноэлю все свои навыки и умения. Это заставило Ноэля сразу понять, что он хочет честного боя. Если так, то Ноэль тоже пойдет до конца. Он тоже показал Коге все свои навыки. Началась битва. В мгновение ока Кага увернулся от всех пуль Ноэля и приблизился. Ноэлю пришлось использовать крюк, чтобы взлететь к потолку и избежать атаки. Скорость мужчины была поразительно высокой, что заставило Ноэля немного насторожиться. В этот момент Ноэль выстрелил в Когу огненной пулей. Люди с боевыми профессиями обладают огнестойкостью. Но огонь Ноэля был необычным. Более того, на таком близком расстоянии Ноэль был уверен, что Кага не сможет защититься. В этот момент Кага разрезал пламя Ноэля, удивив его. Он не мог разрезать огонь, но мог разрезать воздух, чтобы погасить пламя Ноэля. Они поднялись на крышу, чтобы сразиться. Это была битва не на жизнь, а на смерть, поэтому Ноэль использовал все свои способности, чтобы победить. Из кармана Ноэль достал светошумовую гранату и бросил ее в лицо Коги. Он был ослеплен, что дало Ноэлю возможность атаковать. Но каким-то образом в воздухе появились энергии меча. К счастью, Ноэль вовремя заметил их и успел отступить, чтобы избежать атаки. Но после этого повсюду были пыль и дым, которые мешали Ноэлю видеть. Что касается Каги, то хотя его глаза все еще были затуманены светошумовой гранатой, он все равно чувствовал, где находится Ноэль, и бросился в атаку. Место, где стоял Ноэль, было сильно повреждено и начало разрушаться. Ноэль упал, что дало Каге прекрасную возможность для атаки. В этот момент Ноэль использовал свой навык Рёва, чтобы парализовать Когу. Каким-то образом Кага все еще мог двигаться, несмотря на то, что его прямо задело навыком. Когда Ноэль снова открыл глаза, он увидел, что меч Коги направлен прямо ему в лицо. Это сильно смутило Ноэля, потому что Кага не прикончил его сразу. Ноэль был уверен, что миссия Каги — убить его. Услышав вопрос Ноэля, Кага попытался объяснить. Конечно, он должен был выполнить свою миссию. Но что-то внутри него колебалось. Тогда Ноэль крепко схватил меч Каги. Кага побледнел от беспокойства и поспешно попросил Ноэля отпустить его. Ноэль разозлился и крикнул ему прямо в лицо, чтобы он не был милосерден к врагам. Если Кага не убьет его сейчас, вся семья Гамбино будет охотиться за ним до смерти. В этом мире собственная жизнь важнее всего. Неужели Кага этого не понимает? Несмотря на такие ясные доводы, Кага все равно не понимал. Он не мог заставить себя ударить Ноэля. Время игры закончилось. Ноэль выпустил оружие, и в этот момент дротик вонзился в землю там, где стоял Кага. Это была Альма.
Она пришла на помощь. Альма улыбнулась и напомнила Коги, что только ей разрешено прижать Ноэля к земле. В этот момент Ноэль схватился за рану и упал. С самого начала боя он использовал свой навык связи, чтобы позвать на помощь Альму. И, к счастью, она успела вовремя. Альма повернулась к Ноэлю и спросила, может ли она убить Когу. Ноэль ответил утвердительно, и Альма злобно улыбнулась и бросилась на Когу. Кага вспотел, но успел отразить удар и посоветовал Альме остановиться. Его меч никогда не поразит женщину. Это немного разозлило Альму, потому что Кага продолжал думать, что он лучше нее. Поэтому Альма использовала свой навык, чтобы увеличить скорость, и обошла Когу, чтобы найти уязвимое место. Но Кага просто закрыл глаза, и все атаки Альмы и ее спрятанное оружие были отражены. Увидев это, Ноэль кое-что понял. Всегда найдется кто-то сильнее. Этот навык Каги был чистой воды. Закрывая глаза, он значительно усиливал все свои чувства. Неудивительно, что светошумовая граната раньше не сработала. Губы Ноэля изогнулись в улыбке. Он больше не будет колебаться. После нескольких ударов Альма наконец признала, что Кага очень силен. Чтобы победить его, ей придется убить его. Кага тоже это чувствовал. После нескольких безуспешных попыток он должен был действовать. Когда они оба готовились нанести смертельный удар, в небо взлетела сигнальная ракета. Это был Ноэль, который приказал Альме немедленно отступить. Эта ракета скоро привлечет сюда городскую стражу. Что касается Каги, то перед уходом Ноэль попросил его передать сообщение Альберту. Поскольку Кога провалил свою миссию, его накажут. Но Альберт был слишком безумен. Ошибку совершил Кага. Но он наказал гнома, бывшего хозяина Каги. Он отдал голову гнома Каге и напомнил ему, что это был первый и последний раз. Если Кага снова потерпит неудачу, он точно умрет. После этого Кага передал то, о чем просил его Ноэль. Ноэль всегда возвращает долги, и его месть будет ужасной. Ноэль подтвердил, что уничтожит семью Гамбина. Услышав это, Альберт сошел с ума. Он немедленно приказал своему ученику Риосу собрать боевую команду, чтобы немедленно выследить Ноэля. Кага вынес голову гнома из комнаты, и Риос упрекнул его за то, что он сказал лишнее. Кага знал это и извинился перед Риосом, а затем рассказал ему, на что способен Ноэль. Кага признал, что он сильный человек. Несмотря на то, что он был болтуном, он все равно мог достойно сражаться с Кагой. Конечно, в конце концов, он все равно не смог победить кого-то с боевой профессией. Но это безумие и решимость заставили Когу проникнуться уважением к Ноэлю. Услышав это, Риос просто улыбнулся и похлопал Когу по плечу. Похоже, Кага уже восхищался способностями Ноэля и рано или поздно захотел бы последовать за ним. Некоторое время спустя Альберт привел своих людей в таверну, чтобы встретиться с Ноэлем. Как только они встретились, он начал критиковать Ноэля за то, что тот грязный. Ноэль был не менее агрессивен и оскорбил его в ответ. Этот парень не выдержал и сразу же вытащил нож, чтобы ударить Ноэля по лицу. Но его остановил большой искатель. Ему было все равно, что у Альберта с Ноэлем, но эта таверна была предназначена исключительно для искателей. Драться внутри было запрещено, и если бы он продолжал, то кем бы он ни был, его бы избили. Альберт пришел в ярость и приказал своим людям убить здоровяка, но Риос наклонился и прошептал Альберту на ухо, напомнив ему, что убить людей в этой таверне будет легко. Но как потом Альберт объяснит это крестному отцу? Кроме того, за ними следили из-за продажи запрещенных наркотиков. Если бы они сейчас убили всех искателей, то точно бы погибли. Однако приказы Альберта были непреклонны. Если бы он все равно настаивал на убийстве, Риос все равно бы последовал за ним. Услышав это, Альберт начал колебаться, а Ноэль громко рассмеялся, думая, что он такой крутой, но в конце концов не осмелился противостоять крестному отцу и империи. Затем Ноэль указал на бутылку вина на столе. Когда Альберт пришел, он сделал глоток вина, и этого оказалось достаточно, чтобы его отравили. Альберт испугался, его глаза расширились, он не мог в это поверить. Но, посмотрев в глаза Ноэля, он упал на колени и засунул пальцы в горло, пытаясь вызвать рвоту, и его люди поспешно вывели его на улицу, чтобы найти врача. Когда Альберт ушел, Риос улыбнулся и похвалил Ноэля. Он взял бутылку вина со стола и выпил ее залпом. Он с самого начала знал, что в ней нет яда. Но спокойствие Ноэля напугало Альберта, и он убежал. Это было действительно достойно восхищения, как и сказал Кага. Риос положил несколько монет на стол, чтобы заплатить за вино Ноэля. Только на этот раз он пощадил его и потребовал, чтобы Ноэль немедленно покинул столицу империи. Отказ означал немедленную смерть. Ноэль посмотрел на него и согласился. Он вывел Альму из таверны. Выйдя за ворота столицы империи, Альма громко рассмеялась, похвалив Ноэля. Все произошло именно так, как и предсказывал Ноэль. Для Ноэля это было только начало. Сейчас они покинут столицу империи и вернутся через неделю.
Наэлю нужно было кое-что выяснить. Ровно через неделю Наэль и Альма вернулись, и Альберт вышел им навстречу. На этот раз он был очень зол и приказал своим людям схватить Ноэля. Но никто не сдвинулся с места. Наэль громко рассмеялся. Была только одна причина, по которой подчиненные не подчинялись его приказам. Он потерял свое положение лидера банды Гамбино. Все произошло днем ранее. Риос и его люди провели частную встречу, не предупредив Альберта. Люди Риоса очень устали от этого. Они присоединились к этому миру из-за восхищения волей предыдущего лидера, а не из-за сумасшедшего Альберта. В этот момент из-за их спин появился Наэль. Он ушел, как и просил Риос, но теперь вернулся, потому что у него был для него подарок. От Локи Наэль получил свидетельство о рождении Альберта, и он вовсе не был сыном предыдущего лидера. Локи подтвердил, что предыдущий босс знал, что он не его сын, но, возможно, из-за того, что все еще испытывал чувства к матери Альберта, он принял его. Передав эту информацию, Локи собирался уйти, но Наэль остановил его. Он все еще хотел, чтобы Локи выяснил еще одну вещь — смерть предыдущего босса. Ноэль подозревал, что Альберт отравил и убил его. Вернувшись в настоящее, Наэль оказался прав в своих предсказаниях. Этот ублюдок Альберт сговорился с врачом босса, чтобы убить его. Доказательства были очевидны. Риос был в ярости, он наклонился, схватил Альберта за воротник и поднял его, желая убить одним движением. Но он все еще был тем, кого предыдущий босс назначил своим преемником, и Риос не мог этого игнорировать. Поэтому Риос решил дать Альберту последний шанс доказать свои лидерские качества. Риос указал на Ноэля и Альму. Альберту разрешили выбрать одного из присутствующих, чтобы сразиться с этими двумя. Если Альберт победит, они признают его боссом. Как только он закончил говорить, появился Финио. Его появление заставило Альберта побледнеть от страха. Почему Фанатио здесь? Он широко улыбнулся, насмехаясь над ним. Конечно, чтобы посмотреть на дуэль с Ноэлем. Фанатио был здесь, потому что его пригласил Ноэль. Для Фанатио, который всегда ждал возможности уничтожить семью Гамбино, эта возможность, которую предоставил ему Ноэль, была поистине замечательной. Со стороны Альберта он все еще не хотел участвовать в решающей битве. У него не было причин так поступать. Фанатио сердито схватил его за лицо и громко закричал, что как босс он только опозорил банду. Это будет его последний шанс. Если он будет жаловаться дальше, то точно умрет. Угрозы заставили Альберта испугаться. Он дрожащим голосом спросил, что будет, если он победит. Как и объяснил Риос, если он победит, то останется боссом. Более того, Фанатио пообещал поговорить за него с крестным отцом, чтобы его больше не преследовали за продажу поддельных лекарств. Альберт огляделся и выбрал Когу для боя. Именно так, как и предсказывал Ноэль. Просто потому, что Кага был связан рабским контрактом и был единственным, кто не мог предать Альберта. Альма улыбнулась. Если так, то она могла бы убить его прямо сейчас. Ноэль похлопал Альму по плечу и оттолкнул ее назад. Он сразится с Когой в этой битве. Это был уже третий раз, когда Ноэль сражался с Кагой. Кага посмотрел на Ноэля и вспотел, потому что Ноэль всегда смотрел на него с уверенностью, как будто уже одержал победу. Однако это очень обрадовало Когу. Он знал, что Ноэль подготовил стратегию. Посмотрим, как Ноэль будет с ним сражаться. Дождавшись сигнала Фанатио, они бросились в бой. Ноэль сразу же выпустил ледяную пулю, заморозив всю арену. Альберт наблюдал за этим с ухмылкой на лице. Он был уверен, что выиграет этот бой, потому что Ноэль был болтуном. Как он мог победить кого-то с боевой профессией, как у Каги? Внутри ледяного кольца Кага и Ноэль непрерывно обменивались ударами. В этот момент Кага убрал свой меч, удивив Ноэля. Он сразу понял, что тот готовится использовать первую технику вспышки, увеличивая скорость извлечения меча. Если Ноэль попадет в зону атаки Каги, он мгновенно умрет. Если бы он знал заранее, то это было бы не страшно. Ноэль тоже подготовил свой план. Ноэль выбросил пистолет и сказал Коге, что у него закончились патроны, поэтому он закончит бой следующим ударом. Ноэль вытащил меч и бросился вперед. Кага был очень осторожен, он точно знал, что у Ноэля есть план, и не действовал опрометчиво. Как только Ноэль попал в зону атаки, Кага нанес смертельный удар мечом. Каким-то образом Ноэль был слишком сумасшедшим. Он заблокировал атаку Каги правой рукой, а затем выбил меч из его рук. Кага испугался, ударил Ноэля ногой в живот и побежал за своим мечом. Затем последовала серия атак, которые разрушили ледяную арену. Ноэля выбили наружу, и Кага воспользовался этим, чтобы догнать его и нанести удар прямо в грудь. Хотя он попал точно, в этот момент Кага почувствовал, что что-то не так. Как и ожидалось, Ноэль бросил перед Кагой журнал. На таком близком расстоянии Кага уже не мог увернуться. Журнал взорвался, начав замораживать тело Каги.
Дождавшись этого, Ноэль бросился вперед и нанес завершающий удар. Кага был ранен, закашлялся кровью и упал на землю. В этот момент он вспомнил свое болезненное прошлое. С самого рождения он был слабым и никогда не осмеливался противостоять кому-либо, пока не получил профессию раба-мечника. Кага отчаянно сражался, совершенствуя свои навыки, но в итоге все равно оставался слабым человеком, который только выполнял приказы других. Ноэль был другим. Хотя он был болтуном, он всегда сражался уверенно. Битва закончилась. Ноэль и Альма сразу же ушли. На этот раз группа Риоса была в долгу перед Ноэлем, но Ноэлю было все равно, и он не нуждался в их помощи. Именно это заставило Риоса понять, почему Кага так восхищался Ноэлем. Альма отвела Ноэля в комнату, чтобы перевязать его раны. Она была зла и ругала Ноэля за то, что он не выполнил свой долг. Очевидно, что именно она должна была сражаться. Ноэль был командиром, почему он продолжал выполнять ее работу? Спорить с женщиной было неприятно. Поэтому Ноэль быстро извинился. В этот момент вошла Фанатио, чтобы поговорить с Ноэлем наедине. Он не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к главному вопросу. Фанатио пригласил Ноэля присоединиться к его мафиозной банде. Если он согласится, то сразу же станет боссом банды Гамбино. Условия были очень выгодными, но Ноэль все равно отказался. Он не хотел ни на кого работать. Финоккио улыбнулся и поднял руку, показывая Ноэлю свою профессию. Тогда Ноэль понял, что его сердце уже давно было в руках Финоккио. Это был навык, принадлежащий группе разведчиков. Условием активации было, когда противник дважды отказывался от Финоккио, и Ноэль только что выполнил это условие. В этот момент Финацио больше не хотел играть с Ноэлем. Увидев все это, он был уверен, что если не сейчас, то в будущем Ноэль определенно станет угрозой для его семьи. Поэтому он должен был устранить Ноэля, пока тот еще был в яйце. Фанатио снова спросил Ноэля, согласен ли он стать членом его семьи. «Откажись и умри». Несмотря на такую угрозу, Ноэль совсем не боялся. Вместо этого он подошел прямо к Фанатио и пригрозил ему в ответ. «Если возможно, сделай это здесь и сейчас». Человек из известной мафиозной банды, который совершает такие трусливые поступки, как убийство слабых. В тот момент, когда Финацио нанес удар, Ноэль также заявил, что его семья придет в упадок. Ноэль раскинул руки и заявил, что в этом мире единственный, кто выше него, это он сам. Однажды он обязательно станет самым сильным искателем в мире. Решительность и твердость Ноэля заставили Фанатио немного насторожиться. В конце концов он отказался от своего навыка. Прежде чем уйти, он все же напомнил Ноэлю еще раз. Он запомнит то, что только что сказал Ноэль. Если однажды Ноэль забудет об этом, Фанатио сам придет и спросит с него. Фанатио и его люди вернулись в карету. Альберт все еще ждал здесь вердикта. В этот момент он испугался и стал умолять Фанатио спасти его. Он сразу же согласился, но дал Альберту новую жизнь, поселив его со свиньями в своем доме. С этими словами Альберта утащили люди Финацио. На следующее утро Кага принес Ноэлю кольцо и свидетельство о рабстве. Отныне Ноэль будет его новым хозяином. Ноэль глубоко вздохнул и отказался. Ноэль сказал Коге, что его цель — стать самым сильным искателем в этой империи. Для этого ему нужен храбрый волк, а не собака, которая всегда смотрит в лицо хозяину, чтобы действовать. Ноэль вернул Коге свидетельство о рабстве, заявив, что с этого момента Кага свободен. Кага улыбнулся и склонил голову. Как иронично, что он всегда мечтал о свободе. А теперь, когда его желание исполнилось, он не знал, что делать. Поэтому Кага решительно попросил Ноэля присоединиться к его команде. Если Ноэлю нужен храбрый волк, то Кага поклялся всем своим оставшимся достоинством, что будет сражаться рядом с ним до конца. Так в команде Ноэля появился новый член. Сразу же началась тренировка троих. У каждого была своя роль. С Кобой в команде прорваться через линию фронта врага было намного проще. Даже если они защищались с помощью навыка Альмы по разрушению брони Кага, все равно мог легко прорваться через их оборону. В этот момент Ноэль использовал свой навык Рёва, заставив всех монстров парализоваться, а затем дал Коге возможность прикончить лидера монстров. После битвы Кага и Альма снова поссорились. Поскольку Альма продолжала брать задания Каги, Ноэль вмешался, чтобы напомнить им обоим о необходимости перестроиться. После этой битвы ему нужно было кое-что сказать. Благодаря вкладу Каги Ноэль был достаточно уверен в себе, чтобы основать клан. Увидев, что Кага и Альма не понимают, что такое клан, Ноэлю пришлось объяснить им еще раз. В этот момент Кага заметил символ на руке Ноэля. Альма сразу же узнала в нем символ повышения. У Ноэля было достаточно силы и уровня, чтобы перейти из класса Си в класс Би. Для Ноэля это был большой шаг вперед. Как и планировалось, в следующем году Ноэль любой ценой приведет свой клан в ряды семизвездочных кланов Империи Атрай. На следующий день на винограднике Ноэля появился неожиданный гость.
Перед встречей с этим человеком Наэль приказал своим слугам немного подкупить его, чтобы было легче разговаривать. Позади Ноэля появился старик, представившийся Гарольдом, надзирателем искателей. Наэль быстро пригласил его в комнату, чтобы поговорить. Он налил Гарольду бокал вина, произведенного прямо здесь. Сделав глоток, Гарольд похвалил Ноэля. Несмотря на то, что Наэль только что взял на себя ответственность за это производство, у него уже был талант руководить слугами, чтобы они работали очень хорошо. Ноэль лишь улыбнулся в ответ, а затем поинтересовался, зачем пришел Гарольд. Очевидно, он уже рассказал обо всем, что произошло в его родном городе. Гарольд достал из кармана фотографию. Это была фотография монстра королевского уровня, который появился несколько дней назад. Ноэль сразу узнал в нем монстра, напавшего на его родной город. И он знал, что тот все еще жив, потому что после той ужасной битвы в ту ночь с места происшествия исчезли две вещи. Во-первых, тело этого монстра, а во-вторых, боевой топор его деда. Гарольд стал серьезным и сообщил Наэлю, что всего несколько дней назад этот монстр напал на другой город. Ведущая гильдия приняла задание по его уничтожению, но потерпела неудачу. Когда другая гильдия пришла на помощь, монстр сбежал с места происшествия и вернулся в бездну. Обычно, когда появляются монстры, они не убегают. Но у этого, похоже, было собственное сознание. Это заставило Гарольда предположить, что он не просто достиг королевского уровня, но уже достиг уровня доблести. Еще немного информации о бездне. Всего существует 13 уровней, которыми правят 10 великих королей. У каждого из них более чем достаточно сил, чтобы уничтожить этот мир. Согласно истории, последний раз доблестного видели 40 лет назад. В мгновение ока он уничтожил 3 королевства, а затем был уничтожен командой деда Ноэля. То, что дед Ноэля смог загнать его обратно в бездну, было настоящим чудом для человечества. Однако на этот раз все было по-другому. Монстр, с которым даже смерть ничего не могла поделать. Гарольд очень беспокоился, что он станет серьезной угрозой для человечества. Услышав это, Ноэль невольно улыбнулся, чем удивил Гарольда. Он воскликнул, что глаза Ноэля действительно были такими же, как у его деда. На этот раз он пришел только проверить, как дела у Ноэля. Но, возможно, он зря волновался. На следующий день Ноэль привел Альму и Когу в офис Гарольда на собеседование по поводу создания клана. Сидя в приемной, Кога очень нервничал. Это было его первое собеседование. Если он скажет что-то не то, мечта Ноэля рухнет. Альма просто сидела рядом с ним и дразнила его. Эти двое так шумели, что Ноэлю было очень некомфортно. Через некоторое время появился Гарольд и начал их расспрашивать. Ноэль подготовил все необходимое для создания клана. Но Гарольд все равно отклонил это предложение. Он также прямо сказал им, что в настоящее время в столице империи действуют новые правила. Для создания кланов нужны по-настоящему сильные люди, а не те, кто едва соответствует условиям, как группа Ноэля. Ноэль хотел услышать больше. Тогда Гарольд напомнил им, что то, что он собирается рассказать, является государственной тайной. Он надеялся, что они не проболтаются об этом. Речь шла о западном регионе королевства. Там обнаружили мощный поток маны, быстро текущий глубоко под землей, и всего через год в этом месте может произойти катастрофа уровня доблести. Кога услышал это и побледнел от страха. Они уже знали об этом заранее. Неужели они не могут найти способ предотвратить это? Гарольд ответил отрицательно. Поток маны под землей подобен кровеносным сосудам в человеческом теле. Даже небольшое воздействие может привести к взрыву. Тут Альма спросила, нельзя ли это предотвратить. Есть ли у них шанс победить? В прошлом Гарольд своими глазами видел битву сверхсмерти с доблестным. Благодаря его достижениям, столица империи процветала до сегодняшнего дня. Когда появится следующий доблестный, все гильдии регалий должны будут принять участие в битве. Это будет полномасштабная битва, и даже в этом случае он не может утверждать, что они победят. Вот почему столице империи сейчас нужен мощный источник силы. У них нет времени на новичков вроде группы Ноэля. Услышав это, Ноэль понял, что слова Гарольда были вполне разумными. Он отзовет свое заявление о создании клана, но только временно. По дороге домой Кога все спрашивал Ноэля, действительно ли он собирается так легко сдаться. Это была его мечта. Конечно, у Ноэля не было такого намерения. Напротив, появление доблестного было его шансом. Ноэль отвел остальных двоих в переулок, чтобы просветить их. На самом деле монстр уровня доблести — это катастрофа для человечества. Но тот факт, что его дед смог уничтожить его, позволил столице империи развиваться до сегодняшнего дня. Устройство, созданное из сердца этого доблестного, обеспечивает энергией всю столицу империи. Новые изобретения в этом месте также создаются из могущественных монстров. Вот почему столица империи поощряет людей становиться искателями, превращая катастрофу в благословение небес. Вот кто такие искатели на самом деле. Через год появится ужасный доблестный монстр.
Поэтому Ноэлю нужно немного изменить свой план. Раньше он планировал использовать следующий год, чтобы стать членом гильдии регалий. Но теперь он сократит время. Ноэль разделил его на 2 этапа. Первые 6 месяцев будут посвящены укреплению команды, чтобы соответствовать критериям для создания клана. А в оставшиеся 6 месяцев он найдет способ присоединиться к регалиям. К тому времени его команда сможет принять участие в битве против этого доблестного монстра. Чтобы как можно быстрее присоединиться к регалиям, им нужно было совершить подвиг, который потрясет всю столицу империи, подвиг, о котором узнают все. На следующий день Ноэль пошел повышать свою профессию. Из переговорщика он стал стратегом, ответвлением своей профессии, помогающим Ноэлю анализировать ситуации в реальном времени без предварительного планирования. Как только он вышел из гильдии оценки, Ноэль встретил Зига, заместителя лидера команды Черного Дракона. Его окружили бесчисленные девушки, восхваляющие его недавние достижения. Увидев Ноэля, Зиг сразу же подбежал к нему, чтобы поздороваться. В этой столице империи было 3 искателя, достигших уровня X. Первым был лидер ночных странников сотни демонов, Рио. Затем был лидер команды Могучего Дракона, Виктор, и, наконец, Зиг, заместитель лидера команды Могучего Дракона. Он не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. Услышав о том, что Ноэль победил банду Гамбина, Зиг очень заинтересовался Ноэлем и хотел пригласить его в свою команду Могучего Дракона. Не дожидаясь продолжения, Ноэль сразу же отказался. Зиг схватился за рукоять меча и пригрозил Ноэлю. Увидев это, Ноэль остался очень спокоен и провокационно подразнил его. Он не хотел ни у кого служить, но если бы это было необходимо, он бы служил самому сильному человеку. В столице империи было 3 самых сильных искателя. Виктор уже был стар, так что только Рио и Зиг были равны друг другу. Если Зиг хотел, чтобы он служил ему, он должен был доказать, что он сильнее. С этими словами Ноэль сразу же ушел. В этот момент 2 искателей узнали Зига. Они назвали Зига вторым по силе человеком в столице империи, что очень разозлило Зига.